Здравствуйте, мои дорогие львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на 2026 год. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в этом году, какие карты вам выпадут, что интересного произойдет у вас в каждом месяце этого года. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете лайк оставить, можете сообщение любое написать. Я буду очень рада, буду признательна вам за такую обратную связь, поэтому пишите, не стесняйтесь. Всегда приветствую такую вашу активность. Итак, давайте посмотрим, львы. Каждый месяц мы достанем, соответственно, по одной карте на каждый месяц и попытаемся на разные сферы жизни ее как-то разобрать, то есть что она может говорить о финансах, о любви, отношениях, да, и может быть о здоровье, если это возможно, что можно будет сказать по этой карте. Итак, давайте посмотрим. Львы, 2026 год, который уже начался. Что же у вас будет происходить в этом году? Начинаем мы с месяца января. Давайте посмотрим. Месяц январь. Первая карта. Карта дьявола, карта дьявол, карта Козерога. Да, у кого-то, возможно, здесь будет что-то важное, связанное с человеком знака. Козерог в январе месяце. Не знаю, может быть, общение с таким человеком актуально для вас будет, или какие-то важные вопросы, касающиеся такого человека. В целом, дьявол — эта карта, она может иметь такое, знаете, разное значение, тем более, что мы дополнительные карты здесь не достаем. Но она может говорить как о вашем сильном, страстном желании заполучить что-то, да? То есть какие-то амбиции, которые через край, желание что-то получить, вот прям заветное такое желание, когда вы готовы пойти на любые меры, когда вы готовы, не знаю, чуть ли не контролем или властностью над другими, или подчинением другой воле, чужой воле, каким-то образом достигать своих целей. Также вы здесь можете и быть чересчур заточены на что-то материальное, то есть быть привязанными к материальному, при этом терять духовность, больше зацикливаться на деньгах, на финансах. Возможно, вы здесь будете как-то находиться в состоянии, вот знаете, как ментального ограничения, ментальных оков. Может быть, будет иллюзия безысходности, безвыходности какой-то, которую вам создают другие люди, и, может быть, пытаются вами манипулировать каким-то образом. Здесь вот есть такая марионетка на ниточках, да, то есть попытка управлять другим человеком. Возможно, вы так делаете, либо вами кто-то пытается управлять, и вы чувствуете какую-то зависимость, или вы чувствуете, что кто-то вами манипулирует и контролирует вас, и вам это может тоже не понравится. Также вы здесь можете находиться в состоянии какой-то иллюзии или обмана, или самообмана, когда вы искаженно видите реальность. В целом, если мы говорим, допустим, про любовь или про отношения, то здесь либо токсичные отношения, то есть какая-то, может быть, нездоровая одержимость партнером, или созависимость, или какая-то страсть без любви, что-то такое. Для пары это может быть период, когда отношения здесь могут как будто, знаете, быть как в ловушке. Может быть, боязнь перемен в отношениях. Возможно, здесь кто-то кем-то пытается управлять или что-то говорить, что-то такое манипулировать, да, другим человеком. Для одиноких здесь может быть, как опасность попасть в токсичные отношения, попасть в какие-то деструктивные паттерны. То есть нехорошо однозначно. Может говорить о чрезмерной сексуальной одержимости, допустим, или каких-то поверхностных связях без эмоциональной близости. Опять-таки, если мы говорим про пары, то здесь может быть вот такая, знаете, ситуация, когда отношения построены просто, опять-таки, больше на страсти, на влечении, да, не на какой-то романтизации, а больше на каких-то физических уровнях. Давайте подумаем, что еще. Я обычно еще про деньги, про финансы говорю, да, и работу. Но вот здесь в плане работы, здесь может быть работа, которая высасывает жизненные силы, как карьерное рабство. Когда человек чувствует себя как в ловушке, опять-таки, как будто им манипулируют, управляют. И вы боитесь потерять стабильность, потому что вы боитесь потерять эту работу. Вы выполняете эту работу, но вам она как будто дается вот как в ущерб своему здоровью, да, получение денег, получение того, что вы хотите, опять-таки, как тщеславие, удовлетворение своего тщеславия, да, или каких-то своих устремлений. Также может быть здесь какая-то коррупция, в которую вы попадаете, какие-то нечестные сделки или
какая-то опасность попасть в какую-то нехорошую ситуацию, здесь, допустим, финансовую. То есть нужно быть однозначно осторожнее. И в плане здоровья, какие-то зависимости могут о себе говорить. Алкоголь, наркотики, табак, может быть, переедание или какие-то другие зависимости, вроде игромании, к примеру. И человек может знать, что он себе вредит, но он как будто не может остановиться. Поэтому нужно быть осторожнее здесь, львы. Также нужно здесь обращать внимание на психическое свое состояние, потому что, может быть, и какие-то проявления депрессии или тревожности, или, возможно, какие-то проблемы из-за отсутствия самоконтроля, когда, опять-таки, вредные привычки берут над вами верх. Поэтому здесь нужно все-таки обращать на это внимание, на какие-то свои внутренние конфликты, которые возникают, потому что они тоже могут тянуть определенные проблемы со здоровьем здесь. Итак, давайте посмотрим дальше. Львы, что следующее у вас выпадет, соответственно, на месяц февраль, тоже зима. Что у вас еще здесь будет? Февраль месяц. Девятка пентаклей. Да, хорошая карта, замечательно. На февраль месяц карта девятка пентаклей. Такая она здесь красивая очень. Девятка пентаклей — это карта, которая в целом, если первая мысль, это прям вот про работу, да, у меня первое, что я думаю здесь, это о работе, потому что это достаток, это карта отличная на работу, она указывает на финансовый успех, она показывает какое-то профессиональное признание, она может показывать успешную работу, успешный бизнес, высокую зарплату или какие-то бонусы, которые вы получаете. Возможно, вы себе здесь что-то позволяете, такое материальное, что-то приобретаете. То есть достаточно хорошая финансовая ситуация. Плюс вы разумно управляете своими финансами, и вы чувствуете вот этот заслуженный успех, когда вас вознаграждают за труд, за работу, которую вы сделали, и вы действительно здесь понимаете, что вы это заслужили. У вас такое самоуважение, есть тоже достоинство, которое здесь для вас очень важно будет. Вы наслаждаетесь жизнью, потому что у вас есть финансы, и вы можете потратить их на то, что вам необходимо. И также здесь в целом можно говорить о какой-то как самодостаточности, да, и свободе. Самодостаточность, свобода. Поэтому для одиноких, допустим, возможно, у вас очень высокие стандарты в выборе партнера, и поэтому здесь, если вы кого-то ищете, то вы стараетесь найти человека, который будет достойным для вас, достойной парой, человеком вашего уровня. Если же мы говорим о, допустим, людях, которые не ищут никого, да, одинокие, то вы здесь можете наслаждаться своим одиночеством. То есть как будто не требовать поиска, да, этого человека, этого партнера. То есть вы сами с собой счастливы. Для пар это отношения, когда вы цените пространство свое, вы цените пространство партнера, да, каждый финансово независим, достаточно тоже неплохо. И для здоровья, тоже это хорошее самочувствие, это забота о себе, это возможность уделять много времени, не знаю, себе, какие-то массажи, спа-процедуры, может быть, здоровое питание для вас, что поддерживает ваше здоровье. То есть достаточно хорошая для вас карта. Итак, давайте посмотрим дальше. Дальше нас интересует уже весна, и именно март месяц. Что же в марте происходит у львов? Что интересного вас ждет в марте месяце, львы? Здесь карта восьмерка кубков, восьмерка чаш в марте месяце. Давайте посмотрим, давайте подумаем, что же здесь такого может быть. Март месяц, восьмерка чаш. Смотрите, здесь человек, который уходит, разворачивается спиной, поворачивается, уходит. Восьмерка кубков или восьмерка чаш, она, возможно, говорит о разочаровании в чем-то, что в марте месяце у вас может вдруг быть. Возможно, вы здесь осознаете, что вас что-то не устраивает. Допустим, вам нужно что-то отпустить. Может быть, себя освободить от какой-то привязанности или уйти, оставить старое, двигаться вперед. Возможно, у вас будут какие-то духовные поиски, вы будете стараться искать более глубокие смыслы, какое-то, знаете, духовное паломничество. Здесь, когда вы ищете истину и хотите более глубоко понять жизнь. Здесь, возможно, у вас будет необходимость большего уединения, большей тишины для духовного роста. Возможно, какая-то медитация, ретрит, для кого это будет также важно, да, тоже может об этом говорить. И в целом,
плане здоровья вам здесь может потребоваться изменить образ жизни, оставить какие-то вредные привычки или оставить токсичную среду позади. Возможно, вам здесь нужно будет немножечко больше отдыхать, потому что вы можете чувствовать эмоциональное истощение. И вы также можете, если вы, допустим, здесь ищете какое-то лечение, то вы можете искать какие-то альтернативные способы лечения, если в этом есть необходимость. В целом про работу, ну уже, да, может быть какой-то уход в отпуск или какой-то уход с работы или поиск призвания своего, если кто ищет работу. Возможно, здесь в финансовом аспекте может быть отказ ваш от материальных благ ради каких-то более высоких духовных целей тоже. А здесь попытка ваша прислушиваться к вашему внутреннему голосу относительно карьерных решений, как лучше поступить, как лучше сделать, как будет практично или непрактично, да, поступить. То есть здесь о таком поиске может идти речь. И также о мужественности, смелости оставить знакомое, оставить уже понятное вам, чтобы двигаться к чему-то новому, другому и развиваться в целом. В отношениях здесь может быть период размышлений о будущем отношении, в которых вы находитесь. Возможно, здесь для одиноких, если вы одиноки, будет необходимость эмоционального исцеления перед тем, как найти другого человека или новые отношения. Здесь также можно говорить и о каком-то временном расставании, если вы куда-то едете там в командировку, на работу, да, может быть, или какое-то пространство себе хотите дать на период небольшой, да, отдохнуть или собраться с мыслями. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта на месяц апрель. Соответственно, что у нас на месяц апрель для львов выпадет? Месяц апрель. Месяц апрель, тройка мечей, надо же. Вот тройка мечей в апреле месяце. Карта разбитого сердца, неприятная карта, не люблю эту карту. Тройка мечей, она говорит о каких-то неприятностях или проблемах, которые у вас могут здесь случиться, не дай бог. И, давайте мы не будем, может быть, сильно долго прям так на ней останавливаться. В общих чертах, да, то есть какое-то, может быть, разочарование или крах иллюзий здесь, которое у вас происходит. Возможно, здесь, если мы говорим про отношения, да, про разбитое сердце, здесь какой-то болезненный разрыв или какое-то разочарование, которое у вас может произойти. Может быть, какие-то незажившие раны, которые дают о себе знать и которые мешают вашим теперешним отношениям. Для пар, в принципе, это какой-то кризис, возможно, или осознание каких-то проблем, которые нужно вам решать. Может быть, присутствие какого-то третьего лица, которое разрушать отношения пытается, какие-то болезненные разговоры или переговоры, какие-то ситуации, которые тоже вам неприятно разбивают сердце. А в отношениях, здесь может быть и необходимость освободиться от токсичных отношений, допустим. В поиске, для одиноких скорее неготовность создавать отношения, потому что есть еще раны от предыдущих отношений. И если мы, допустим, будем говорить про здоровье, то здесь прям такой акцент на какие-то сердечные проблемы может быть из-за стресса, из-за эмоциональной боли, может быть, какие-то психосоматические заболевания, а также могут быть какие-то вмешательства хирургические или какие-то травмы, то есть нужно в целом свое здоровье здесь беречь и постараться не игнорировать какие-то признаки, да, проявления, может быть, симптомы, которые здесь у вас могут возникать. То есть здесь нужно обращать внимание на свое здоровье, возможно, вовремя обратиться к врачу. Также здесь, если мы, допустим, про деньги скажем, про работу, то в финансах здесь могут быть какие-то потери, может быть, какое-то предательство на работе со стороны коллег, может быть, потеря достоинства или какой-то кризис в целом, да, который может происходить в отношениях, какие-то интриги корпоративные, возможно, потеря доверия или потеря репутации, не дай бог, что-то такое, или какие-то судебные процессы. То есть, не самая хорошая карта в целом. Как на нее не смотри, не нравится она мне. Давайте посмотрим дальше. Что же у вас выпадет на май месяц? Что в мае происходит у вас, львы? Май месяц. Майя карта рыцаря мечей, карта воздушной стихии. У кого-то из вас общение с воздушным знаком зодиака будет актуальным и важным, а для кого-то из вас по рыцарям мечей, возможно, здесь будет ситуация, где вам нужно будет приложить усилия, где нужно будет как будто бы быть смелыми, быть амбициозными в том, чтобы быстро решать какие-то вопросы, быстро действовать, не колебаться, да, а вот как-то решительными быть очень и стремительно идти к
своим целям, к решению каких-то своих вопросов, своих задач. Вы здесь будете очень честными, прямолинейными, такими даже до жестокости, будете защищать свою правду. И если говорить про работу, то здесь прям такая хорошая борьба конкурентная, когда вам нужно будет отстаивать свои идеи или свои проекты. В финансах, может быть, нужно быстро будет действовать в плане инвестиций, вложений, какие-то агрессивные стратегии применять. И здесь могут быть как и прибыли, так и потери по этой карте. Поэтому нужно быть в целом очень осторожными, потому что здесь вот эта агрессивная бизнес-стратегия, она может на изменениях рынка по-разному, соответственно, отыграться на вашей ситуации. Если про отношения, то для одиноких может быть встреча с кем-то таким вот решительным, прямолинейным, может быть воздушным знаком. Для кого-то это прям как период активного поиска партнера. У кого-то здесь, кто не замужем или не женат, и у кого уже время как будто поджимает, вы можете как пытаться догнать уходящий вот поезд, последний вагон вскочить, да, то есть приложить здесь усилия, прям постараться. Также здесь, если мы говорим для пар, то здесь могут быть какие-то конфликты, какие-то разногласия, как будто кто-то отстаивает свою позицию, ссорится, могут быть какие-то такие неприятные моменты, поэтому нужно быть осторожнее со своими словами и действиями. Ну и в здоровье, опять-таки, мечи — это все, что связано с каким-то, не дай бог, вмешательством или хирургическим, или какой-то терапией, то есть нужно быть тоже осторожнее, обращать внимание на все маячки, касающиеся здоровья, потому что здесь, если нужно действовать, то нужно быстро, да, то есть нужно быстро обращаться там за помощью к врачу на консультации или какое-то медицинское вмешательство в целом проходить, может быть, быстро поменять свой образ жизни, решительно изменить его, то есть в вопросах здоровья действовать решительно. Давайте дальше смотреть. Следующая карта у вас на начало лета, и начало лета у вас, соответственно, месяц июнь. Давайте посмотрим, что для львов готовит месяц июнь. И здесь шестерка пентаклей. Это карта, одна рука дает, другая принимает, если так перевернуть, да, наоборот. То есть это возможность взаимного обмена чем-то, когда вы можете что-то здесь дарить, может быть, другому человеку, он принимать, дарить вам тоже, соответственно, что-то в ответ или какие-то эмоции свои здесь дарить в ответ. То есть вот она, шестерка пентаклей, это взаимность. Это взаимный обмен, чем бы то ни было. Да, здесь о взаимовыгодных отношениях, возможно. Здесь можно говорить о том, что вы социально ответственны, вы можете заботиться об обществе, можете выступать в роли мецената, какого-то дарителя, кто помогает другим людям. Также вы можете здесь получить помощь от кого-то, поддержку финансовую или даже просто какую-то, вы знаете, как делом или советом каким-то хорошим получить что-то ценное, ценный совет, ценную помощь. Вы можете здесь получить по справедливости то, что вы заслуживаете, какую-то выплату, деньги, которые вы заслужили, и вам их дают в обмен на то, что вы работали. Да, но вот в целом здесь очень хорошая карта такого вот обмена, когда обе стороны имеют какую-то выгоду. Также здесь кто-то может вас благодарить, как будто за вашу помощь, быть признательными за вашу помощь. И также вы должны помнить, что то, что вы здесь делаете, оно к вам возвращается. Поэтому если мы говорим про, допустим, отношения, то здесь такая взаимная поддержка, взаимная забота, когда вы в равной мере получаете и отдаете, создаете такой здоровый баланс в отношениях. В отношениях также может быть какая-то финансовая поддержка, когда один помогает другому финансово. Для одиноких такая встреча может быть с щедрым человеком, который тоже будет вот много давать, отдавать, дарить, может быть, каких-то подарков. То есть в целом очень такая тоже интересная история. Для денег, для карьеры, какие-то бонусы, зарплата, не знаю, повышение зарплаты или какая-то еще там какое-то вознаграждение финансовое, какие-то инвестиции в ваши проекты там, да, или здесь вы получаете прибыль за вашу работу, потому что вот вы работали за какие-то ваши заслуги. Можете вы быть наставником, давать кому-то советы, тоже как выступать в роли такого учителя, да, наставника. Также вы здесь можете, да, как будто иметь в целом такую финансовую стабильность, да, финансовую стабильность.
В плане здоровья можете получить возможность медицинской помощи, да, хорошую, если в этом есть необходимость, найти хорошего врача или хорошее лечение. Но в целом здесь хорошее здоровье. Да, может быть, вам это и не нужно. То есть здесь гармония между работой и отдыхом, здесь помощь другим, возможно, в вопросах здоровья. Если кому-то нужна помощь там, из ваших родственников, может быть, там, за кем-то ухаживать или кому-то помочь материально, то есть что-то вот такое. И в целом у вас здесь касаемо здоровья баланс, умеренность. То есть нет жестких ограничений, но и нет излишеств. То есть состояние умеренности там, в питании, в диете, допустим, если речь о здоровье. Давайте дальше посмотрим на следующую карту. Следующий месяц — это месяц июль. Что же вам готовит месяц июль, львы? Давайте посмотрим. Карта туза жезла, вот такой вот здесь горящий огонь у нее, соответственно, да, то есть на этой карте изображенный, он показывает ваше желание и стремление каких-то перемен значительных по тузу жезлов. Туз всегда начало, это единица, и по тузу жезлов можно говорить о каких-то важных новых начинаниях, о том, что у вас здесь есть вдохновение каким-то там, не знаю, творческим импульсом, озарение, может быть, новая идея возникла, которую вам хочется реализовать, потому что у вас много жизненной силы, много энтузиазма, драйва, вы хотите расти, развиваться, вы хотите здесь проявлять эту инициативу и действовать, вы хотите какого-то прорыва, вы не готовы сидеть на месте, то есть у вас очень много энергии здесь, может быть, какой-то старт нового проекта в плане работы, может быть, получение какого-то хорошего предложения, опять-таки, о работе, работа, которая требовать может инновационного подхода. Также вы здесь можете в финансах получить, не знаю, какой-то новый источник дохода, или вам может какая-то хорошая предпринимательская идея прийти в голову, которая может принести прибыль. Также здесь в целом вот, да, такой хороший потенциал, то есть ваша способность развивать первоначально какую-то идею, которая у вас возникла, то есть какой-то стартап, который у вас, допустим, там имеется, да, вы его запускаете, этот новый проект. Для отношений здесь, для одиноких, это прям новая встреча с кем-то, да, для одиноких, встреча с человеком, который пробудит в вас сильные чувства, это страсть, жезлы, огонь, это страсть, это любовь с первого взгляда, это какая-то внезапная страсть, которая перевернет просто вашу жизнь, когда яркие, динамичные отношения вас будут ожидать, такое страстное влечение нового романа или возрождение страсти в уже существующих отношениях в паре, когда, возможно, вы принимаете здесь решение там, о совместном проживании, о помолвке, там, не знаю, о планировании ребенка, потому что туз — это все-таки начало, это как начало новой главы в уже имеющихся, допустим, отношениях, когда у вас появляется еще больше страсти, еще больше спонтанности в каких-то уже устоявшихся отношениях, то есть очень много импульсивности. Если про здоровье, ну в целом тоже так хорошая карта, потому что это такой прилив жизненной энергии, это такая хорошая физическая и ментальное, да, здоровье. Это, ну, карта, опять-таки, карта высокой фертильности, может говорить о периоде хорошем для зачатия ребенка, да? Кто планирует ребенка, мечтает о беременности, хорошая энергия для там вынашивания ребенка. Однако здесь может быть и, знаете, как ситуация, где вы из-за переизбытка энергии можете себя перегрузить, то есть как будто перенапрячься из-за чего-то, то есть нужно быть все-таки в состоянии, когда вы можете и отдых себе давать, позволять себе отдыхать также, то есть не только реализовываться, да, в плане отношений, работы и не давать себе ни минуты покоя. Нет, отдыхать тоже здесь все-таки желательно. Итак, давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта у вас на месяц август, львы. Давайте посмотрим. Лев, месяц август. Что у вас есть? Есть семерка кубков. Много каких-то мечтаний, планов, каких-то фантазий. Это карта иллюзий. Это карта каких-то размышлений о том, какой вариант лучше, как сделать, как лучше поступить. И вот здесь настолько много вот этих вариантов, этих возможностей, что вы можете теряться среди такого многообразия возможностей, испытывать сложности в том, чтобы сделать какой-то выбор. Да, потому что очень много вариантов развития событий, и вы не знаете, как лучше поступить. Здесь очень много мечтаний,
фантазий, когда вы можете и принимать желаемое за действительное, когда очень много иллюзий, каких-то нереальных ожиданий, может быть, самообмана, которым вы занимаетесь. Также вы можете в целом быть немножечко растерянными из-за того, что много вариантов, которые у вас есть. То есть, допустим, в работе, в финансах здесь могут быть какие-то инвестиции рискованные или какие-то схемы, и вы не знаете, следовать этой схеме, не заведет ли она вас в тупик или не обманут вас, как в этой игре в наперстке. То есть могут быть какие-то здесь действительно иллюзии, в которые можете попасть. Но также здесь могут быть и какие-то карьерные возможности, но вы как будто бы не знаете, использовать их или нет. Они кажутся вам какими-то, может быть, не такими привлекательными, или вы думаете, что что-то, может быть, лучше появится. В отношениях тоже в целом, как, знаете, может быть, или несколько романтических вариантов, если вы одиноки, вы не знаете, кто вам лучше подойдет, и можете сомневаться в этом выборе. А для тех, кто в отношениях, здесь, знаете, как будто очень много фантазии, очень много планов. Дела мало, а планов много. Много разговоров о будущем, но при этом может быть мало планов. Также вот какая-то идеализация может быть партнера или ситуации в целом, или отношений этих, в которых вы находитесь. И в здоровье здесь нужно быть аккуратнее с своим психосоматическим состоянием, потому что могут какие-то заболевания психосоматические здесь дать о себе знать. И также здесь, возможно, есть необходимость, как будто бы, если нужно лечение получать, то есть выбирать из нескольких вариантов или думать, к какому совету прислушаться, какого врача, допустим, или чья рекомендация как будто лучше, или кому вы доверяете больше. Может быть, есть необходимость уточнять какие-то рекомендации или какие-то диагнозы. Кто-то из вас может пытаться убежать от реальности, много фантазировать, и поэтому могут быть сложности с концентрацией внимания, то есть какие-то такие тоже моменты. Тревожность, чрезмерное воображение, которое здесь будет у вас. Дальше давайте посмотрим на следующую карту. Это уже начало осени, это месяц сентябрь. Давайте посмотрим. Сентябрь месяц. Карта влюбленная. Карта влюбленная, карта выбора, карта ситуации, где вам нужно будет принимать решение, делать выбор из нескольких вариантов, допустим, она в целом может показывать, что вы здесь несете ответственность за этот выбор. То есть если вы что-то здесь делаете, какое-то решение принимаете, то оно может оказать влияние на вашу вторую половинку, на вашу пару. Возможно, здесь какое-то очень важное будет решение, как на распутье стоите, такая дилемма сердца. И здесь есть необходимость сотрудничать с человеком, с которым вы в отношениях, как-то договариваться, узнавать точку зрения, мнение, потому что для вас очень важно здесь сохраните романтические чувства и эту привязанность, которая у вас есть. Поэтому в отношениях желание сохранить доверительные отношения, желание для тех, кто в паре, может быть, как будто бы, не знаю, здесь принять важное решение тоже о помолвке, о свадьбе, о переезде вместе куда-то. Или, возможно, здесь больше сблизиться с этим человеком. Для одиноких здесь возможность судьбоносной встречи. Встречи, когда это не просто роман, а какая-то такая глубокая связь на всех уровнях. То есть нужно быть открытыми для любви, доверять своим чувствам. Не нужно бояться быть уязвимым, не нужно бояться быть, не знаю, как-то обманутым. Здесь нужно стараться доверять человеку. В работе здесь успешное партнерство может быть, успешное сотрудничество, какое-то хорошее время для совместных проектов, бизнес-партнерства, может быть, командные работы. То есть в целом вы здесь умеете находить общий язык с коллегами, с партнерами и создавать такие хорошие, гармоничные рабочие отношения. Также здесь возможны какие-то совместные инвестиции или какие-то финансовые решения здесь с вашим партнером по бизнесу. В целом вы здесь стараетесь и должны быть честными, особенно в финансовых вопросах, и согласовывать свои финансовые цели с вашим партнером. В здоровье, тоже в целом достаточно неплохо. Здесь может быть необходимость больше доверять своей интуиции, но также не забывать о рациональном подходе, если, допустим, нужно прислушаться к какой рекомендации, какого врача, допустим, следовать. Здесь в целом хорошее эмоциональное такое благополучие, что на физическом
там здоровье хорошо складывается, поэтому сказывается, да, поэтому здесь как бы вряд ли какие-то прям проблемы со здоровьем могут быть, но вот в целом, опять-таки, все, что касается пары, то есть здоровая сексуальность, удовлетворенность от интимной жизни, могут быть какие-то ситуации связанные, там вопросы, связанные с беременностью или хорошим периодом, может быть, для зачатия ребенка, то есть пара находится в гармоничных отношениях, и здесь, скорее всего, и хорошее, соответственно, здоровье, и физическое будет в том числе. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта у вас на месяц октябрь. Что же в октябре происходит у львов? И карта рыцаря жезлов в октябре. Очень много здесь импульсивности, такой энтузиазма. В целом-то карта ваша, вашего огненного знака зодиака. И этот рыцарь жезлов, он здесь говорит о том, что вы, вот знаете, как будто, если мы говорим, допустим, про ту же, допустим, работу, да, то здесь в профессиональной сфере, здесь активный карьерный рост, здесь амбиции ваши через край, для кого-то рискованные действия в работе, может быть, какое-то хорошее продвижение, опять-таки, там, по службе, по работе, какая-то возможность, там, не знаю, проявить себя очень хорошо в коллективе, когда вы проявляете себя и показываете свои лидерские качества, когда вы готовы рисковать, если это нужно, когда вы предпринимательский какой-то успех можете иметь, потому что вы быстро решаете какие-то финансовые ситуации, вы действуете решительно, вы используете момент, и это может быть очень благоприятно для вашего финансового роста. Но опять-таки нужно быть осторожнее, потому что рыцарь жезлов, он такой спонтанный, иногда все-таки лучше чуть-чуть больше подумать, потому что можете ошибиться с каким-то решением. В любви, в отношениях здесь вот страсть, здесь страстный роман, здесь бурные чувства, поэтому для одиноких прям какие-то захватывающие романтические приключения могут здесь действительно происходить, кого-то можете встретить, кто вашу жизнь перевернет с ног на голову. А для пары здесь страсть, здесь совместное путешествие, может быть, проявление очень много своих эмоций в отношении этого человека, проявление интенсивных своих вот этих эмоций, может быть, укрепление союза, какое-то возобновление страсти, опять-таки искорка, которая у вас загорается между вами. И для здоровья тоже это активность, поэтому здесь вот вы активны, вы бодры, вы очень энергичны, вы, может быть, если даже болеете, то выздоравливаете быстрее, то есть карта хорошая. Вы здесь, вот знаете, как в здоровом теле здоровый дух, да, вот вы здесь поддерживаете такое состояние. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас на ноябрь месяц. Что происходит в ноябре у львов? Карта десятка кубков в ноябре месяце, семья, все, что касается семьи, может быть, каких-то важных вопросов семьи, в целом чего-то, что делает вас счастливыми по десятке кубков, то есть ощущение семейного счастья, ощущение душевного благополучия и вот этого вот состояния гармонии, баланса, в принципе, во всех сферах жизни. То есть если, допустим, мы говорим о там, работе, то здесь гармония в рабочей атмосфере, с командой какая-то такая слаженность. Здесь может быть какой-то семейный бизнес прям, может быть успешное партнерство и достижение баланса между работой и между личной жизнью. Но в целом вот эта финансовая стабильность, да, которая позволяет обеспечивать комфорт и счастье для всей семьи. Если мы про отношения скажем, то здесь прям карта отношений как таковая, потому что это идеальные отношения, это истинная любовь, это возможность создать счастливую семью. Если это в паре отношения, это свадьба, может быть, рождение ребенка, воссоединение семьи или даже просто период такой гармонии в отношениях. А для одиноких здесь, да, возможность встретить человека, с которым вы сможете построить такие долговременные, счастливые отношения, создать крепкую семью. То есть для вас важны здесь семейные ценности, вы можете какие-то планы совместные там на будущее строить, счастье совместное какое-то обсуждать. Достаточно хорошая карта. И здоровье — это отличное самочувствие. Да, это хорошие жизненные силы, это такое эмоциональное благополучие, это возможность получить поддержку от близких. Если даже здесь что-то у вас со здоровьем происходит, то здесь вы явно не теряетесь, то есть вам здесь помогают, и вы себя очень-очень хорошо опять-таки ощущаете. Достаточно неплохо, да, хорошо на ноябрь месяц. Давайте посмотрим дальше месяц декабрь. Что в декабре происходит у львов? Какая карта у вас выпадет? И тут карта смерть, и она называется не просто смерть, а смерть и возрождение, да, восстановление, возрождение, rebirth.
То есть здесь можно говорить о том, что для вас это как завершение цикла какого-то важного, завершение года по карте смерть. Для кого-то здесь что-то важное может быть касающееся, не знаю, там знака Скорпион. Для кого-то здесь по карте смерть может быть период, когда вы в переходном состоянии находитесь, то есть смена состояния, освобождение от чего-то старого и нового начала после конца, да, после того, как вы что-то отпускаете или куда-то уезжаете, или, не знаю, с кем-то прощаетесь, то есть как будто завершаете один этап и начинаете новый. Также вы можете здесь трансформировать что-то в своем сознании, то есть менять свое отношение к чему-то. Может быть, в паре нужно отпустить старые обиды или привычки, или ожидания, которые мешают развитию отношений, трансформироваться в целом, когда отношения здесь либо перерождаются, либо завершаются, да, но я надеюсь, что здесь все вы сохраняете. А для одиноких здесь может быть необходимость отпустить прошлые отношения и вот этот эмоциональный багаж из прошлого и закрыть старые все эти вопросы для того, чтобы открыться новой любви, вот эта звезда, которая здесь появляется, да, поэтому вот этот период трансформации для открытия новых каких-то горизонтов и новых возможностей, да, взаимодействия с другими людьми. В работе, ну, знаете, для кого-то чуть ли не увольнение, а для кого-то здесь необходимость отказаться от устаревших методов, допустим, работы или каких-то там проектов, которые не работают, и начать что-то новое, дать возможность новому, потому что старое не работает. То есть освободить пространство для новых возможностей, новых каких-то вещей, для инноваций как таковых. Здесь у кого-то может быть необходимость в работе что-то начать с чистого листа, может быть, пересмотреть свое отношение к деньгам или к материальным ценностям как таковым. И в образе жизни вы можете что-то кардинально поменять. Вы можете старые привычки какие-то отбросить, вы можете там здоровый образ жизни начать, вы можете здесь выздороветь после там какого-то заболевания, допустим, тоже по карте смерть. То есть здесь в целом карта неплохая, она на самом деле о трансформации, о том, что вы не теряетесь в этом всем, да, вы восстанавливаетесь, меняете свое отношение, вы уходите от иллюзий и возрождаетесь. То есть такая духовная трансформация, которую вы проходите, когда меняется в вашем сознании совершенно нечто, и ваша старая личность, да, старые взгляды на что-то умирают, и появляется просветление, озарение, какое-то просветленное новое сознание в вас, и вы здесь отпускаете старые верования, старые догмы, какие-то старые вот эти духовные концепции, которые больше вашему развитию не служат, и к чему-то идете лучшему, к чему-то новому, перерождаетесь. То есть это неплохо, это такое алхимическое растворение, да, это такая шаманская смерть, но она не как таковой смерти говорит, да, она говорит о вашем изменении, о вашей духовной трансформации, поэтому это хорошо. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на 2026 год я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.